Итак, я работаю в открытом университете. И сегодня мы говорим о Меркурии. На экране изображен раскрашенный Меркурий. В реальности он не такой красочный. Здесь искусственно усилены некоторые цвета для того, чтобы с искусственного спутника было легче различать детали поверхности. Когда я начинал работать над Меркурием, это была довольно скучная планета. Мы ничего о нем тогда не знали, это был маленький объект, расположенный близко к Солнцу, и мы до сих пор очень этим озадачены. Мой коллега Джек Райт из Европейского космического агентства назвал Меркурий проблемным ребенком Солнечной системы, поскольку эта планета выбивается из всех рамок того, что ожидаешь от ближайшей к Солнцу планеты. Она скорее аномальная, но это все равно планета земного типа. Под земной планетой мы подразумеваем, что это каменистая планета. Здесь представлена Солнечная система, вид сверху. Вы видите самую удаленную планету Нептун, а вот орбита Юпитера. А каменистые планеты заключены вот здесь, в этой маленькой внутренней зоне. Итак, давайте увеличим масштаб. Вот внутренняя часть Солнечной системы в данный момент. Венера находится между Землей и Солнцем, а Меркурий на вот этой орбите еще ближе к Солнцу. Вот здесь сейчас находится Земля, а вот здесь прямо сейчас Меркурий. Меркурий возможно увидеть в утреннем небе до рассвета. Сейчас его из-за Солнца не видно. В Солнечной системе всего 4 каменистые планеты. Кроме того, есть еще Луна у Земли. Луна по своим характеристикам похожа на каменистую планету. Вот это Меркурий. А вот и все остальные. Вы видите Меркурий слева? Он больше, чем Луна у Земли, но меньше Марса справа, так что это самая маленькая из 4 планет земной группы. И он чуть больше Луны. По внешнему виду Меркурий очень похож на Луну. Все эти тела сложены силикатными породами снаружи. И это, наверное, связано с тем, что в их центре должно быть железо. Они слишком плотные, чтобы быть целиком каменными. Сравним систему Земля-Луна с Меркурием. Меркурий находится всего в 58 миллионах километров от Солнца, в то время как Земля находится в 150 миллионах километров от Солнца. То есть Меркурий в 3 раза ближе к Солнцу, чем Земля. Просто задумайтесь на мгновение, насколько сильнее будет солнечный свет на Меркурии, чем на Земле. Если вы находитесь в 3 раза ближе к Солнцу, насколько сильнее будет солнечный свет? Подумайте об этом. Я заготовил пару опросов, которые проведу чуть позже, и где можно будет проголосовать. Здесь же я отвечу сразу. Если мы в 3 раза ближе, то это в 3 в квадрате раза больше поступает солнечного света. Солнечный свет на Меркурии в 9 раз сильнее, чем на Земле. Таким образом, на единицу площади Меркурия вы получаете в 9 раз больше солнечного тепла, чем на Земле. Поэтому поверхность Меркурия очень горячая. Днем температура достигает 430 градусов по Цельсию, но на планете нет атмосферы, и ночью Меркурий очень эффективно теряет тепло за счет излучения тепла в космос. Ночью температура может опускаться до минус 180 градусов по Цельсию. С горячего полдня до морозной полночи скачок температуры составляет 600 градусов. Итак, это планета крайностей. Меркурию нужно 88 земных суток, чтобы облететь вокруг Солнца. Но по какой орбите Меркурий движется вокруг Солнца? Вы, вероятно, знаете, что все планеты движутся по эллиптическим орбитам. Эллипсы отличаются от окружностей своей вытянутостью. У всех планет траектории довольно близкие к окружностям, то есть они не сильно эллиптические. Но орбита Меркурия наименее близка к круглой из всех земных планет. Его орбита наиболее эллиптическая. Или по-другому, у него самая эксцентричная орбита. Вот посмотрите на увеличенное изображение его орбиты. Здесь показана эксцентричная орбита Меркурия вокруг Солнца. Вот здесь ближайшая к Солнцу точка орбиты Меркурия, перигелий. И именно здесь он испытывает сильнейшее гравитационное притяжение от Солнца. Так что именно в этом месте его скорость максимальная. А вот противоположная, самая дальняя точка его орбиты, Афелий. В этом месте Меркурий наиболее удален от Солнца, и здесь слабее его притяжение. Здесь скорость Меркурия минимальная. Таким образом, скорость меняется при движении по орбите. Сейчас, чтобы облететь Солнце, ему нужно 88 земных суток, а чтобы один раз обернуться вокруг своей оси, ему требуется 58 суток,
или почти 3/4 дня. Итак, у меня будет к вам первый вопрос. Меркурий делает ровно 3 оборота за 2 облета. Но здесь я оговорюсь, что точное число отличается от 176 при простом умножении на 3. Мы сделали некоторые приближения в этих числах, но сам Меркурий делает точно 3 оборота. Это как раз точно такое же время, которое ему требуется для двойного облета вокруг Солнца. Таким образом, он совершает ровно 3 оборота вокруг оси за 2 облета или за 2 меркурианских года. Отсюда будет мой вопрос. Сейчас мы запустим голосование. Если Меган сможет запустить опрос. Сколько меркурианских дней в меркурианском году? Варианты: примерно полдня, день, полтора или 2 дня. Итак, голосование запущено. Я вижу, пошли ответы. 3 оборота за 2 года. Или 2 облета по орбите. Сколько дней в его году? Окей, опрос завершается. И 78% выбрали 1,5 дня в одном годе Меркурия. Остальные варианты разделились поровну. Окей, спасибо за ответы. Мы закрываем голосование. И я включаю следующий слайд, если смогу. Здесь варианты, которые я вам уже давал. И я включаю правильный ответ. В году Меркурия всего половина суток. Сутки Меркурия от восхода до восхода Солнца вдвое длиннее его года. Сейчас я покажу вам видео, которое объясняет это. Мы отправляемся в 60-секундное путешествие по астрономическим числам. Рассмотрим сутки на Меркурии. Нет, существует двух планет, которые ведут себя одинаково. Будь то Юпитер, вращающийся всего за 10 часов, Венера, которая медленно вращается назад, а Уран наклонен осью в одну сторону. Но Меркурий здесь особенно загадочен. На его вращение уходит почти 59 земных суток. Это довольно долгий день. По крайней мере, у вас будет время, чтобы все успеть. Но хотя дни Меркурия длинные, его годы относительно короткие. Сейчас он обращается вокруг Солнца всего за 88 земных суток. А до 1965 года мы думали, что Меркурий оборачивает вокруг оси ровно один раз за один облет по орбите вокруг Солнца. Это означало бы, что одна сторона Меркурия всегда была бы обращена к Солнцу. Если бы Меркурий совершал 2 оборота за один облет вокруг Солнца, то его сутки был бы такие же, как и год. Это сделало бы календари красивыми и легкими. Но на самом деле он совершает 3 оборота вокруг оси за 2 витка вокруг Солнца. Это означает, что каждые сутки Меркурия длятся по 2 года Меркурия. Хоть ожидание вечера может немного поднадоесть. Но по крайней мере день рождения можно отмечать дважды в день. Даже если вам при этом придется разделить его со всеми. Окей, я не знаю, помог ли этот мультфильм вам во всем разобраться или нет. Но дело в том, если вы вращались бы вокруг оси ровно один раз за облет по орбите, у вас Солнце было бы зафиксировано на небе в одной точке. Но так как Меркурий трижды оборачивается вокруг оси за 2 облета по орбите, то чтобы завершить сутки от восхода до восхода Солнца, требуется 2 пролета по орбите, и день вдвое длиннее своего года. Это частично объясняет резкие перепады температур в течение суток. Дневное время очень долго длится, так же как и ночное, и соответственно поверхность успевает сильно нагреться или сильно остыть. Заглянем вовнутрь Меркурия. Вот Земля и Меркурий в пропорциональных размерах. И вы видите, что Меркурий меньше Земли. Давайте спустимся на Меркурий и раскроем его. Мы почти уверены, что именно так выглядит Меркурий изнутри. Вот внутреннее ядро. Оно сделано из твердого железа. Затем идет внешнее ядро из жидкого железа. Его потоки вращаются внутри, создавая магнитное поле. Магнитное поле определено с помощью наших космических зондов. Твердое железо не может создавать магнитное поле внутри планеты. Слишком жарко. Оно не может действовать как постоянный магнит. У вас должна быть электропроводность. Вероятно, вращение потоков связано с конвекцией или каким-либо другим механизмом движения внутри ядра. Так создается магнитное поле. Далее у нас идет силикатная мантия. У Земли также есть довольно тонкая силикатная кора. Мантия
а также железное внешнее и внутреннее ядро. Но соотношение между ними на Меркурии совершенно иное. Вот 4 каменистые планеты и Луна с их размерами ядер. Ядро Меркурия составляет 58% от его объема. Это намного большая доля, чем у Земли или другого тела. У Меркурия огромное ядро. Мы можем об этом судить по его плотности. Меркурий слишком плотный, чтобы иметь так много камня и так мало железа, как на Земле. У него очень большое ядро относительно всего размера планеты. Как же это получилось? Это связано с процессами при рождении Меркурия как планеты. Вот художественное изображение столкновения двух зародышей молодых планет. Что происходит при таком столкновении? Давайте посмотрим на сталкивающиеся тела. Они были разогреты настолько, что уже продифференцировали. Плотное железо погрузилось внутрь и образовало ядро. Ядро показано красным, а менее плотная силикатная порода находится снаружи, образовала мантию с корой. Так что же происходит при столкновении этих двух тел, которые уже продифференцировали на железное ядро и силикатную мантию с корой? Все сильно зависит от того, как они сталкиваются. При таком лобовом столкновении может произойти слияние двух тел, либо просто слипание двух тел. Но что произойдет при косом столкновении, как здесь? Оказывается, в этом случае они обычно не сливаются. Но они перераспределяют материал. Меньшее тело теряет большую часть вещества своей внешней каменной оболочки. Его захватывает большее тело. Тогда как у меньшего тела, изображенного внизу, ядро практически не тронуто. Но зато объем силикатной оболочки заметно уменьшился, а на более крупном теле, наоборот, увеличилось количество силикатного вещества. И такое тело может в конечном итоге стать Землей или Венерой. А вот это тело, потерявшее много силикатного вещества, могло стать Меркурием. Так что это могло быть косым столкновением дифференцированных тел в конце эпохи формирования планет. И в результате у нас получился Меркурий. Это тело потеряло большую часть вещества своей каменной оболочки. Вот почему его ядро такое относительно большое. Что ж, это неплохое объяснение. Однако видимые на Меркурии силикатные породы довольно сложно объяснить этой гипотезой. Потому как, сейчас я забегаю вперед, силикатные породы Меркурия довольно богаты летучими элементами, такими как сера и хлор. А мы ожидаем, что эти элементы должны быть в основном потеряны в результате таких очень сильных столкновений. Поэтому мы до сих пор не понимаем, как образовался Меркурий. Но сейчас это, пожалуй, наилучший способ объяснить его образование. Обратимся теперь к геологии Меркурия. Вот вид на Меркурий сбоку. Большинство видов Меркурия, которые я вам представляю, это виды сбоку. Вы видите, что это мир кратеров. Их можно найти на всех планетных телах. Потому что космические обломки астероидов и комет падают на поверхность тел со скоростью в десятки километров в секунду. И когда это происходит, ударная волна создает ударный кратер. Из-за сверхвысокой скорости почти мгновенного удара выкапываются вот такие ударные кратеры. Но кратеры на Меркурии не радируются, поскольку там нет атмосферы. И мы полагаем, что ее никогда там не было. Итак, возраст некоторых из этих кратеров на Меркурии миллиарды лет. Вот здесь есть сильно деградированный кратер, ему миллиарды лет. Есть кратеры, которые выглядят намного свежее. А тут еще несколько более свежих молодых кратеров. А вот кратер с кольцевым центральным поднятием. А вот его внешний вал. Давайте посмотрим вдаль на горизонт. Мне очень нравится этот вид. Это то, как бы выглядел Меркурий из иллюминатора орбитального космического корабля. Это очень обворожительный мир. И вы можете подумать, ну это похоже на нашу Луну. И во многом это так. Но структура пород и их химический состав немного отличаются. Что нам рассказали о Меркурии космические зонды? Всего было 3 миссии. Первый — это Маринер-10, у которого было 3 пролета над Меркурием в 1973 и 1974 годах. На орбиту планеты он не выходил. Этот космический корабль обнаружил магнитное поле вокруг планеты, что указывает, что ядро Меркурия жидкое. Ведь магнитное поле планет создается внутренними потоками ядра. И это было большим сюрпризом. Мы совсем этого не ожидали. Следующий космический корабль получил название «Мессенджер». Здесь справа показан его запуск, а слева изображение его на орбите вокруг планеты. Он успешно вышел на орбиту вокруг Меркурия. Эта миссия длилась 4,5 года,
с 2011 по 2015 год. И все изображения Меркурия, которые я вам покажу, переданы мессенджером. Затем запущена Бепи Коломбо, это совместная миссия Европейского космического агентства ЭСА и Японского космического агентства JAXA. Пока все идет по плану, аппарат пролетел около Венеры. И в конце этого года у нас будет пролет около Меркурия. Но пока это будет только пролет. А научные данные пойдут только в 2026 году с выходом на орбиту планеты. Добраться до Меркурия непросто. Это довольно медленный процесс. Очень сложно попасть на его орбиту. Но когда мы доберемся туда, мы выпустим японский зонд, а европейский зонд будет заниматься своими научными задачами. И мы собираемся получить действительно замечательные научные результаты. В частности, на борту есть инструмент британского производства. Он сочетает камеру с рентгеновским спектрометром, разработанным Лейстерским университетом. Он будет измерять рентгеновские лучи, исходящие от поверхности Меркурия. Это позволит нам измерить содержание химических элементов, чтобы составить геохимическую карту, и позволит лучше различить и понять типы горных пород Меркурия. Вы, кстати, можете увидеть Бепи Коломбо в реальности в Музее науки в Лондоне. Там выставлена его точная копия. По масштабу это довольно большой космический корабль. А вот здесь показан британский прибор, установленный на его борту. Это его инженерная копия в университете Лейстера. А это я в маске несколько дней назад. Я в костюме для чистой комнаты, в маске и перчатках, чтобы частицы тела не попали на оборудование. Потому что прибор нужно содержать в максимальной чистоте. И это линза, которая улавливает рентгеновские лучи и фокусирует их на узле фокальной плоскости внизу. Так что это очень хороший инструмент, один из многих на космическом корабле. Ни один инструмент сам по себе не даст ответов на интересующие нас вопросы. Но в комплексе мы надеемся узнать о Меркурии гораздо больше. Итак, давайте посмотрим на Меркурий как на геологическое тело. Вот черно-белый вид. Можно заметить, что контраст между темными и светлыми областями не такой сильный, как на Луне. Нет крупных участков, аналогичных коровому материковому веществу Луны, сложенного кристаллами пылевого шпата, всплывших на поверхность и теперь слагающего светлые области на Луне. Меркурий весь довольно темный, он такой же темный, как темные участки на Луне. Самые яркие пятна – это следы самых молодых ударных кратеров, которые по мере удаления сходят на нет. Вот цветное изображение планеты. Это искусственный цвет, но он отражает сверхнасыщенную версию настоящего цвета. Сейчас я повращаю вот этот глобус Меркурия. Если найду кнопку, которая заставит глобус вращаться. Я хотел бы обратить внимание на самый большой ударный бассейн на планете. Оранжевым выделяются лавовые поля, особенно недалеко от Северного полюса. И мы очень скоро посмотрим поближе на эти оранжевые лавы. Давайте снова повернем глобус. Вы увидите молодые ударные кратеры, которые выглядят очень яркими. И от них исходят лучи. Вот еще одно оранжевое пятно лавы. Это большой бассейн жары или Колорис, о котором я упоминал ранее. Он заполнен оранжевой лавой. И так видно, что на глобусе отчетливые цветовые вариации. Позже в докладе мы рассмотрим их в деталях. Вот как бы распакованный глобальный вид. Справа вы видите бассейн жары. Это самый большой ударный бассейн на планете, и он заполнен оранжевой лавой. Его диаметр составляет чуть более 1500 километров. Несколько молодых оранжевых лав распространены возле региона Северного полюса, который я вам вскоре тоже покажу. Как упомянула Меган, я вовлечен в работу Европейского исследовательского совета. Это проект Европейского союза по картографированию Меркурия. Вот одна из составленных нами карт региона в северном полушарии. Это его мозаика изображений. А вот сделанная нами геологическая карта. И таким образом мы пытаемся нанести на карту всю геологию поверхности планеты. С ее помощью мы сможем установить геологический контекст для геохимических наблюдений, которые запланированы на Бепи Коломбо. А потом с помощью данных Бепи Коломбо будет создано совершенно новое поколение карт.
а эти уже будут устаревшими. Вот здесь нежно-оранжево-розовым цветом показаны молодые лавы, которые на предыдущих изображениях были представлены в оранжевых оттенках. Итак, давайте посмотрим на эти оранжевые лавы. Это не сильно преувеличенный цвет, вы можете увидеть легкий оранжевый оттенок. Но здесь все лавы молодые, а вот более древняя местность ниже слева и внизу. Это западная и южная часть изображения. И опять же, вероятно, эта местность сложена лавовыми полями. Но они старше, и поэтому здесь больше накоплено ударных кратеров. По снимку, исходя из внешнего вида, можно утверждать, что справа вверху лавовые поля, потому что у нас есть подсказка, их поверхность довольно морщинистая. Мы называем эти формы рельефа извилистые гряды. Извилистые гряды, которые наблюдаются, например, здесь, обычно очень характерны для лавовых полей. Их можно увидеть и на Луне, и на Венере. Но я собираюсь сосредоточиться на этой области здесь, в красном квадрате. Надеюсь, вы сможете различить большую круглую деталь. Диаметр всего круга составляет около 30 километров. Сейчас я обведу край кольцевой структуры. Итак, вот край круга. Мы полагаем, что это погруженный вал кратера. Как видите, внутри кратера есть своего рода радиальный узор из трещин. Все вокруг лава. Кратер когда-то был на поверхности, но потом был залит лавой. Кратер оказался полностью скрыт лавой. Но сейчас мы можем различить его признаки существования, которые я объясню. Все эти круглые ямки меньшего размера тоже кратеры. Они образовались после того, как лава затвердела. Такая структура называется кратер-призрак. И единственный способ захоронить такой кратер – это залить все лавой. Мы почти уверены, что имеем дело с деятельностью жидкой лавы. Посмотрим на этот кратер в разрезе. Вот поперечное сечение ударного кратера Меркурия. Кратер диаметром 30 километров имел бы центральную горку, выступающую над днищем, что видно в поперечном сечении. Горка будет намного ниже вала кратера. Хорошо, теперь давайте зальем его лавой. Мы собираемся налить столько лавового материала, чтобы поверхность лавового поля была выше вала кратера, скрыв полностью кратер. Кратера теперь не видно. Но обратите внимание, что вал не очень далеко от поверхности. Если подождать, то при остывании лавы ее вещество сжимается, и что, вероятно, не менее важно, в нем будут газовые карманы, где будут скапливаться пузырьки газа. И они будут сжаты под тяжестью лавы. Так поверхность лавы немного будет проседать с течением времени. Теперь я надеюсь, что вы сможете представить их образование, если обобщить вышесказанное. Вы можете различить следы скрытого вала кратера. Вы не можете увидеть центральную горку. Она погружена слишком глубоко, но от нее могут образовываться радиальные трещины. Мы их видим в этом кратере-призраке. Таким образом, наличие этих кратеров-призраков является ярким свидетельством того, что местность была залита лавовым материалом. Это эффузивный вулканизм на Меркурии. Большинство из этих больших лавовых равнин образовались где-то от 3,5 до 3 миллиардов лет назад. Впоследствии обширных излияний лавы не было. Это верно для последних 3/4 истории Меркурия. Теперь давайте посмотрим на другой вид вулканизма. Это бассейн жары. Возможно, вы помните, что я его показывал на вращающемся глобусе. Вот вал бассейна. Бассейн залит оранжевыми лавами. Но есть и более оранжевый материал. Например, вот в этих кружках у южной части вала. Сейчас я увеличу вот эту область в рамке. Мы полагаем, что вот эти размытые оранжевые пятна моложе, чем излияние основного лавового поля. И они являются продуктами взрывных или эксплозивных извержений вулканов. Вот крупный план этой области. Много обычных круглых ударных кратеров, которые мало нас сейчас интересуют. Вот здесь есть один. Есть еще один. А вот этот выглядит как отверстие в земле. Он совсем не круглый, и он окружен этим более оранжевым или более светлым шлейфом отложений, который тускнеет к краю. Это образование примерно 50 километров в диаметре. И мы полагаем, что мы видим посередине отверстия в поверхности планеты, образованной взрывом при эксплозивном извержении вулкана. А диффузное отложение – это пирокластический материал, который был выброшен во время извержений.
Сегодня мы не наблюдаем извержений на Меркурии, но мы реально видим очень похожие извержения на спутнике Юпитера Ио. А вот небольшой видеоролик, переданный New Horizon. Это тот самый зонд, который пролетел мимо Плутона 5 лет назад. И вы можете видеть, что сейчас происходит на обратной стороне глобуса Ио. Взрывное извержение извергает материал. Он падает на Землю по параболической траектории. Мы называем это зонтичий факел. Такое бы не случилось на Земле при извержении вулкана, так как у нас пепел поднимается высоко в небо и уносится потоками атмосферы Земли. При этом создается огромная конвекционная колонна. Но на этой планете нет атмосферы, нет потоков атмосферного газа для переноса частиц пепла. Так как нет атмосферы, вулканические частицы, выброшенные взрывом, просто следуют параболическим траекториям. Они образуют такие зонтичные факелы. Когда они ударяются о Землю, они образуют такие диффузные отложения. Итак, это отложение взрывных извержений. Рассмотрим эту воронку на снимке с действительно высоким разрешением. Как видите, это довольно сложная структура. Южная часть жерла достаточно древняя, так как на ней различаются несколько ударных кратеров. А северная часть этой воронки на другом конце почти лишена ударных кратеров. Здесь только один ударный кратер. Другой еще вот здесь. Но здесь явно меньше кратеров. По сравнению с южной частью, в центральной части выделяются несколько отдельных воронок, которые выглядят довольно неровными. Вероятно, это самые молодые образования. Мы полагаем, что вот здесь было первое извержение. Потом чуть восточнее. Потом чуть севернее. Потом были извержения здесь и здесь. А вот здесь происходили самые свежие извержения. Это в общей сложности около 9 извержений, которые способствовали образованию этих диффузных отложений вокруг жерла. Так что этот эксплозивный вулканизм происходил несколько раз из жерл в слегка разных позициях. И, вероятно, такая вулканическая активность продолжалась в течение довольно длительного периода времени. Отличие по кратерам и структуре жерла указывает, по крайней мере мне, что эта южная часть довольно древняя, а у северной части средний возраст, а в центре самая молодая часть жерла. Таким образом, взрывные извержения моложе, чем многократные лавовые излияния вокруг. На Меркурии обнаружено более сотни известных эксплозивных вулканов, подобных этому. Это говорит нам, что Меркурий богат летучими веществами. Именно флюидная составляющая магм, которая вскипает и переходит в газ, и вызывает взрывное извержение. Потому что магма, или расплавленная порода, которая поднимается вверх, содержит много растворенного газа. И газ при подъеме освобождается из раствора с такой силой, что разносит магму на куски. Таким образом, вулканический газ распыляет вещество магмы. Итак, на Меркурии, самой близкой к Солнцу планете, магмы богаты флюидами, что ведет к бурным извержениям. Мы совсем не ожидали, что Меркурий будет настолько богат летучими веществами, которые превращаются в газ при извержении. Но теперь это явный факт, так как обнаружено много эксплозивных жерл. И самому молодому из обнаруженных жерл может быть всего несколько десятков миллионов лет. Большинство же из них старше. Но некоторые такие извержения могли происходить в относительно недавнем прошлом. И такие отверстия – еще одно наглядное свидетельство того, что Меркурий богат летучими элементами, чего, я повторяю, мы не ожидали от планеты, близкой к Солнцу. Хорошо? Вот бассейн с центральным кольцом. Это внутреннее кольцевое поднятие кратера, а это внешний вал кратера. У него ровное днище, оно затоплено лавами. Здесь есть несколько довольно крупных молодых кратеров. Вот здесь видны радиальные трещины. Вероятно, там лава слежалась под собственной тяжестью. Но я хочу показать вам эту яркую пятнистую структуру на центральном кольцевом возвышении. Давайте посмотрим на это в цвете. Наложим цветное изображение. Давайте увеличим это место. Здесь мы видим, что поверхность красная, а эти пятна выглядят более синими. Если присмотреться и помнить, что солнце светит слева направо, то здесь на поверхности мы увидим углубления с крутыми стенками и плоским дном. Вот, пожалуй, самый яркий пример отверстий с темно-синим днищем. Они окружены ярко-голубым ореолом, четко выделяющегося на фоне красного материала вокруг него. Вот что случится, если удалить красный материал. Нам обнажится нижележащий синий материал. Как же это произошло? И когда это произошло? Легче ответить, когда это началось. Потому что если вы посмотрите сюда, вы не увидите ударных кратеров, накладывающихся на эти отверстия. Эти отверстия молодые.
И, вероятно, они все еще активны сейчас. Они могут расширяться по миллиметру каждую 1000 лет и более. Это не быстрый процесс, но это происходит сейчас, поверхность разрывается. Как же такое может случаться на планете без атмосферы? Увеличим изображение. Я должен вам показать вот это. Теперь вы мне верите. Это крутосклонные с плоским дном впадины. Их глубина около 20 метров. Они примерно по сотне метров шириной, а края у них крутые и имеют действительно странную структуру. Мы не ожидали увидеть это на Меркурии. Давайте посмотрим на все это в разрезе. Здесь я показываю Солнце, сияющее в небе. Вот разрез поверхности Меркурия. Верхние 20 основных слоев красные, а синий цвет, вероятно, под ними. При сильном воздействии света Солнца поверхность раскаляется. Вещество поверхности подвергается воздействию мощного излучения Солнца, и этот материал поверхности плавится и превращается в пар или разлагается на атомы, и атомы, вылетая, теряются в космосе. Мы думаем, что этот материал теряется в космосе. Здесь не работает ветер, здесь нет погружения материала в глубины. Мы думаем, что молекула за молекулой этого вещества теряется в космосе. Как же это происходит под действием Солнца? Это может быть сильный перегрев вещества, разрушающий химические связи, потому как днем жара достигает почти 500 градусов по Цельсию. Это могут быть высокоэнергетичные заряженные частицы от Солнца и космические лучи, все же достигающие поверхность, несмотря на магнитное поле планеты. Иногда и такое случается. Или это могут быть фотоны Солнца, ультрафиолетовые фотоны, разрывающие химические связи. Но каким-то образом энергия солнечного света так воздействует на поверхность, что его вещество улетает в космос. Лучи буквально прогрызают свой путь. Они прогрызают весь красный слой. Как только красный слой пробит, процесс приостанавливается и идет вширь, потому что вещество синего цвета не богато флюидами. И этим полостям остается только расширяться. Таким образом, эти отверстия расширяются, а потом по какой-то причине процесс совсем затухает. И сегодня мы видим огромные обширные сотовые поля. Итак, если здесь есть какие-то летучие, то это какой-то процесс на поверхности Меркурия. Но мы точно не знаем, что это за процесс, что делает его латеральным. Но мы подозреваем, что в этом замешано Солнце. И мы не знаем, какое вещество теряется в этом процессе. Возможно, мы получим данные по ним с Бепи-Коломбо, если нам удастся измерить разницу между этим материалом, розовым веществом и синим веществом дна этих сот. Тогда мы лучше поймем, что это и почему полости растут. Но мы уверены, что это еще одно свидетельство, что Меркурий богат летучими элементами. И мы точно знаем через данные рентгеновского спектрометра на мессенджере, что поверхность богата серой. Содержание серы составляет от 2 до 4% почти повсеместно. Мы не думаем, что этот красный слой представляет собой чистую серу, но это могут быть сульфиды. Там может быть сульфид кальция или сульфид магния, и это надо иметь в виду, но в основном у нас очень мало подсказок, почему это произошло. Поэтому мы особенно рады, что туда летит Бепи-Коломбо. Окей, последнее, что я хочу сказать о Меркурии, прежде чем подытожить, это то, что Меркурий сжимается. Он сжимается не столь драматично, но его радиус сократился, как мы полагаем, примерно на 7 километров за последние 3 миллиарда лет. И вот этому свидетельство. Вот вид сбоку, с цветной высотной шкалой. И я надеюсь, вы здесь увидите разлом. Для геологов это надвиг, пересекающий весь этот участок. Это эскарп или уступ. Мой курсор показывает уступ, пересекающий весь район. Здесь проходит разлом, секущий поверхность. Вы можете увидеть, как он проходит через этот более молодой кратер. И через этот кратер, который намного больше и старше. Но разлом сечет все эти кратеры. И только этот маленький кратер может быть моложе разлома. Итак, давайте посмотрим на него в разрезе. Мы предполагаем, что этот надвиговый разлом тянется под поверхностью. Слева блок пород приподнят, и он слева направо надвигается на правую часть, образуя волнистый в плане уступ. И вы видите, что разлом сечет кратер. И если вы измерите, насколько уменьшился кратер, вы сможете оценить скорость движения масс по такому надвиговому разлому. Позвольте мне вернуться на секунду. Таким образом, вы можете связать эту блок-схему с реальным видом поверхности. Надеюсь, я вас убедил. Это выглядит так, что разлом надвига достигает поверхности.
А поскольку Меркурий остывает, поверхность сильно сжимается. И мы полагаем, что именно это причина таких надвиговых движений, которые так преобразуют поверхность планеты. Позвольте мне показать вам некоторые другие примеры этого процесса на Меркурии. Давайте перейдем к этой области. Здесь выделяется вот эта дугообразная деталь рельефа. Она называется уступ Бигля, Бигль-Рупес. Вот линии, которые геологи отрисовали, чтобы показать, где разлом достигает поверхности. Таким образом, местность справа надвигается на местность слева. Происходят сдвиги по изгибающим бокам шарьяжа. И чистое движение сжатия во фронтальной части. Давай детальнее рассмотрим эту часть. Вот небольшая блок-диаграмма этой ситуации. Масса аллахтона справа скользит по покрову автохтона слева. Рассмотрим участок впереди этого надвига. Понимание рельефа на снимке сильно зависит от того, откуда светит солнце. Здесь солнце отбрасывает тени справа налево. Вот здесь вы видите кратер. Или это вал кратера, который, несомненно, был укорочен вот этим надвигом. Определенно у нас уже здесь нет полноценного кратера. И мы можем утверждать, что этот кратер старше надвига. А сейчас мы взглянем на снимок с более высоким разрешением и более высоким солнцем. Здесь 20-километровый масштаб. Мы можем обнаружить здесь свежий кратер, который моложе надвига. Тогда как вот этот с другой стороны определенно старше надвига. Итак, если бы мы знали возраста этих двух кратеров, чего мы, к сожалению, не знаем, то мы могли бы определить соответственный промежуточный возраст надвига. Мы также можем измерить характеристики движения этого надвига. Он сместился на 2-3 километра, что немного по нашим меркам. На Земле в некоторых случаях надвиговые передвижения намного больше. Но мы обнаруживаем эти надвиги по всему Меркурию. Они компенсируют глобальное сжатие, поскольку планета сильно сжимается. Наконец, я покажу вам вот этот уступ Калипсо, Калипсо-Рупес. Вот здесь этот уступ. Это передняя часть надвиговой структуры. Здесь есть несколько интересных ступенек. И сейчас я проведу опрос. Как вы думаете, уступ Калипсо старше или моложе самого большого кратера, с которым он пересекается? Пожалуйста, взгляните на эту картинку. Надеюсь, вопрос не закрывает середину фото. Обратите внимание особенно на этот участок, который поможет вам дать правильный ответ. Вы должны найти здесь улики того, что Калипсо Рупес старше или моложе, чем самый большой кратер, с которым он пересекается. Выберите один из двух вариантов. Я вижу результаты голосования. Большинство из вас ответило. Ждем. Голосование идет. Мнения явно разделились. Ладно, подведем итоги. 92 человека ответило, что он старше, и 88 человек ответило, что моложе. Останавливаю опрос. Что ж, это неплохо. Итак, отвечая на вопрос, старше ли надвиг кратера. Да, на чуть-чуть. А так, собственно говоря, нет, потому что вы можете видеть, что надвиговый разлом здесь все-таки прорезает кратер. Это значит, что разлом должен быть моложе этого кратера. Так что ответ на самом деле отрицательный. Этот разлом не старше кратера. И вы можете похлопать друг друга по спине, если ответили, что уступ моложе, чем кратер. Но если вы выбрали старше, то пусть для вас будет утешением, что вы в хорошей компании. Перейдем к следующему слайду. Я немного увеличу изображение. Надеюсь, вы видите, что этот след разлома продолжается в кратере. Значит, этот кратер, должно быть, существовал раньше разлома. По крайней мере, перед тем, как пошло движение вдоль именно этой части разлома. Так что трещина моложе, чем эта часть кратера. Это своего рода логика. На Земле мы используем структурные отношения, что чего сечет и перекрывает, или принцип суперпозиции. Это классическая геология Земли, и мы применяем этот принцип и на других планетах. То есть мы вполне можем заниматься геологией на других планетах с помощью данных космических миссий такого качества. То есть мы можем изучать другие тела, как земные геологи. Мы так сейчас изучаем Венеру и Марс. По отношению к Марсу в данный момент мы сейчас будем получать просто замечательные данные. Я имею в виду недавнюю посадку на Марс марсохода Персеверенса.
Так это доказательство, что уступ Калипсо моложе этого кратера. Это конец моего 45-минутного выступления. Я должен сослаться, что правообладатели этих изображений НАСА, Университет Джона Хопкинса, АПЛ и Институт Карнеги в Вашингтоне. Эти организации несли ответственность за космический корабль «Мессенджер». И как Меган сказала в начале, следующий доклад будет 22 апреля в четверг о Венере, второй планете от Солнца. Докладывать будет Питер Гриндрот. Сейчас я буду рад ответить на любые вопросы. Большое спасибо за внимание. Выключаю свою презентацию. Спасибо большое, Дэйв. Это было просто замечательно. Я не могу перестать восхищаться всеми этими невероятными изображениями, которые вы показали. Они, должно быть, занимают огромное количество места на жестком диске. У нас очень много вопросов. Я постараюсь ответить как можно большему количеству людей. Окей. Итак, самый первый вопрос от анонимного слушателя. Будет ли у нас миссия с ровером на Меркурии? И к нему есть своего рода дополнение? Как вы думаете, мы когда-нибудь получим образцы горных пород с Меркурия? Окей, конечно, есть группа исследователей, изучающая возможность посадки на Меркурии. Интересно, спрашивают ли себя люди, учитывая резкие перепады температуры на Меркурии, в какое время суток надо приземляться? Прежде чем я отвечу, я позволю слушателям подумать об этом. Пока миссия с ровером не планируется, для начала надо отправить статичный посадочный аппарат. А следующим шагом после этой миссии будет миссия с ровером. И такие предложения есть. Меркурий вращается очень медленно. Вы можете приземлиться и покататься по поверхности со скоростью восхода Солнца. Так вы избежите сильного перегрева. Помните, что день длится 2 года. У вас будет 176 дней. Так что если вы окажетесь на довольно высокой широте, вы можете просто передвигаться в нужное время дня и держать Солнце в одной и той же части небосвода, чтобы избежать сильного перегрева или фатального замерзания. И, конечно же, ее не нужно осуществлять в меркурианский полдень. Статичный спускаемый аппарат лучше садить незадолго до заката, когда у вас еще есть немного дневного света, а поверхность планеты только начинает остывать. Затем вы греете батареями аппарат в течение долгой ночи, чтобы провести химический анализ. Но вскоре после восхода Солнца станет очень жарко. Вы не сможете поддерживать охлаждение, достаточное для работы приборов спускаемого аппарата на Меркурии. Если он не сможет двигаться, то у вас будет только около 180 дней для работы, прежде чем он станет неизбежно раскалиться и выйдет из строя. Это о миссиях на Меркурий. А как вы бы ответили на вопрос о доставке вещества? Сможем ли мы когда-нибудь получить образцы пород Меркурия? Что ж, до Меркурия очень сложно добраться. А вернуться еще труднее, так что космическая миссия по возвращению образцов горных пород будет очень сложной. Вероятно, она так и не произойдет, до тех пор, пока не будет миссии с ровером на Меркурии. Так что впереди еще долгий путь. Но мы надеемся на это. Но, возможно, есть еще где-то метеориты с Меркурия. Я забыл, интересно, упоминала ли Сара Рассел о метеоритах с Луны в прошлом месяце. У нас есть метеориты, которые, как известно, прилетели с Луны и с Марса. При образовании кратеров выбрасываются в космос обломки и с Марса, и с Луны. И эти образцы их пород иногда попадают на Землю. Нам еще предстоит обнаружить метеорит, который мог бы прилететь с Меркурия. И это на сегодня наш лучший шанс заполучить кусочек Меркурия. Метеорит должен быть возрастом от 3 до 3,5 миллиардов лет, богат серой и содержать мало железа. Это потому, что в коре Меркурия не так много железа, но много магния. Все это указывало бы, что метеорит с Меркурия. Он бы сильно отличался от того, что у нас есть в коллекциях. Вещество метеорита дало бы нам много информации об элементах, которые мы не можем измерить с орбиты. Было бы очень здорово найти метеорит с Меркурия, но мы еще ни одного не нашли. Лучшее, что мы можем сделать, это скрестить пальцы, что кто-то найдет его в ближайшем будущем. Да, хорошо?
Мы, кстати, полагаем, что в Котсуолтс недавно упал метеорит. Так что, кто знает, может быть это кусок Меркурия, лежащий в чем-то дворе или застрявший в заборе. Если кто-то сможет его найти, будет великолепно. Итак, следующий вопрос от Луки. Лука хочет знать о химическом составе Меркурия. Итак, какие элементы есть на Меркурии? Они похожи на земные или чем-то отличаются? Окей, конечно, Меркурий состоит из тех же элементов, что и Земля, но в других пропорциях. Если вы отправитесь в космос, то, скорее всего, вы не найдете чего-то, что не существует на Земле. Все из тех же химических элементов. Окей, теперь о породах коры планеты. Как я только что сказал, в них много магния и мало железа. Мы полагаем, что они, вероятно, на 50-60% состоят из кремния. Но эти огромные потоки лавы не совсем базальтовые. Они немного обогащены кремнием. Они, грубо говоря, базальты, богатые магнием. В них также повышенное содержание серы, больше, чем мы до этого ожидали. И мы считаем, что на Меркурии породы образуются в химически очень восстановительных условиях. Несмотря на его очень большое железное ядро, в силикатной части Меркурия очень мало магнетита. Но это в основном породы, не сильно отличающиеся от пород Земли или на Луны. И когда вы будете на поверхности, вы увидите в основном порошкообразный реголит, такой же, как на Луне. На Меркурии вы можете ваши следы везде, где захотите. Там нет выходов монолитных пород на поверхности, все передроблено и распылено ударами. Да, конечно. Окей, у меня есть еще один вопрос от анонимного отправителя. И он про кратеры. Вы показали кратеры в докладе. Они очень похожи на лунные кратеры. Есть ли отличие формы кратеров Меркурия от лунных? Связано ли это с разницей в гравитации этих тел? Гравитация на Меркурии вдвое сильнее, чем на Луне. Или составляет 1/3 земного притяжения. И этого немного влияет на кратерообразование. При ударе с одинаковой энергией об Меркурий образовался бы кратер чуть меньшего размера, чем на Луне, потому что притяжение Луны слабее. Это значит, что обломки улетят немного дальше. Но кроме этой детали, кратеры практически идентичны. Маленькие кратеры имеют форму чаши. По мере того, как они становятся больше, у них появляются центральные вершины, а еще более крупные кратеры, образованные более энергетичными, то есть более быстрыми или более крупными ударниками, обладают центральным кольцевым поднятием. Такие крупные столкновения произвели бассейны вроде бассейна жары на Меркурии или моря дождей на Луне. Таким образом, процессы кратерообразования практически не зависят от природы материала поверхности. Мы их видим на спутниках Сатурна и Юпитера. Кратеры этих ледяных тел очень похожи на кратеры Луны или Меркурия. И процессы очень похожи, различаются только детали. Окей, это можно сравнить с отпечатками, которые оставил отошедший человек. То, что этот человек ушел, действительно верно. Да, это действительно похоже на Луну, за исключением того, что на Меркурии у вас нет такого резкого контраста, как у лавовых равнин Луны, которые темнее по сравнению с соседними древними породами материков. На Меркурии все это базальты, без вещества всплывшей светлой коры, что наблюдается на Луне. Это то, что я не стал затрагивать в докладе. Ведь будет еще доклад о Луне в этой серии лекций. Обязательно не пропустите. Вы узнаете больше о первичной коре Луны и лунных материках, которых нет на Меркурии. Но позвольте мне отклониться от темы. После удара, который образовал Меркурий, внешняя часть планеты была бы расплавленной. Это был бы океан магмы. И все кристаллы, которые образовались в этом океане магмы, опустились на дно. И ни один из них не поднялся на поверхность из-за высокой плотности. Вещество недостаточно было обогащено железом, чтобы кристаллы могли всплыть. И в этом было отказано Меркурию. В то время как на 3/4 поверхности Луны обнажены именно такие всплывшие породы. Это яркие породы, слагающие материки с высоким альбедо. На Меркурии они не получились, потому что вещество было слишком обеднено железом. Это великолепно, спасибо, Стив. Итак, Пол спрашивает нас, если бы на Меркурии были места, находящиеся в постоянной темноте, означает ли это, что в этих местах могло существовать что-то вроде воды или льда? Да, они там существуют, Пол. Ось Меркурия расположена почти точно под 90 градусов от его орбиты. И на обоих полюсах есть глубокие кратеры. Это места, куда никогда не попадает солнечный свет, то есть они находятся в постоянной тени. Мы вообще не думаем, что ось Меркурия нестабильна. И мы точно знаем, что в некоторых вечно затененных кратерах есть водяной лед. Мы это узнали 40 лет назад из радиолокационных наблюдений. Они обнаружили, что в полярных кратерах Меркурия есть что-то, что сильно отражает радар, как если бы это был водяной лед. И мессенджер смог заглянуть в эти кратеры с помощью нейтронного спектрометра.
И по этим данным есть подтверждение, что на дне есть водород, содержащее вещество. Это соответствует водяному льду. И мы полагаем, что там водяной лед. Или углеводороды, попавшие в вечно затененные ловушки, которые настолько холодные, что они там сохраняются долгое время. То есть да, у нас есть холодные области со льдом возле обоих полюсов Меркурия. Да, я думаю, это то, о чем нас спрашивал Крис. Была ли у Меркурия когда-нибудь своя атмосфера? Доказательств этому нет. Это зависит от того, что вы называете атмосферой. Для Меркурия выделяется экзосфера. Да, такая атмосфера Меркурия в 1000 раз плотнее, чем у Луны. Но это в 1000 раз фактически обозначает почти ничего. Она в миллиард раз менее плотная, чем атмосфера Земли. Если вы высвободите одну молекулу водяного пара или кислорода на Меркурии, то прежде чем она столкнется с другим атомом, она улетит в космос. Эта экзосфера только связана с поверхностью. В околомеркурианском пространстве есть атомы натрия, водорода, гелия и магния. Но планета не держит их крепко. И они не могут наскакивать друг на друга. Плотности недостаточно, чтобы они наскакивали друг на друга. Так что это далеко от классической атмосферы Земли, Марса или Венеры. Окей, это здорово. Кто-то спрашивает о том, как обрабатываются изображения или какие цвета используются в изображениях. И вопрос в следующем. Действительно ли лава кажется оранжевой, или это все из-за обработки изображений? И насколько преувеличены цвета? Да? Во многом это связано с обработкой изображений. Есть стандартный продукт с преувеличенной цветной палитрой, который произвела команда мессенджера. И вещи, которые на нем выглядят красными, краснее среднего. Вещи, которые в нем выглядят голубыми, голубее среднего. Но если бы мы с вами были на Меркурии, мы бы не смогли различить разницу собственными глазами. Это очень однородный серый мир. Но вы можете преувеличить цвета с помощью обработки изображений. Такая обработка дает важную информацию. Так что это полезная вещь для исследований. Окей. Имаджин хочет знать, почему остывает Меркурий. Все планеты остывают, потому что они были горячими, когда родились. Из-за очень сильных столкновений они также генерируют тепло внутри из-за распада радиоактивных элементов. Например, уран, торий, калий, изотопы которых выделяют много тепла. Но, конечно, с распадом количество этих элементов со временем уменьшается. Так что со временем производство радиоактивного тепла будет меньше. И вы теряете изначальное тепло. Планетарные тела остывают очень медленно, потому что они изолируются. Но со временем они остывают. Земля остывает, но мы ощущаем это слабо, потому что сжатие внешней оболочки скрыто постоянным преобразованием тектоникой плит. Но на Меркурии это очень заметно. У вас там нет таких масштабных движений. Все, что вы видите, это медленное сжатие. Так что это очень медленное охлаждение. Меркурий теряет немного больше тепла из-за излучения тепла в пространство. Джон спрашивал о надвигах. И наличие надвигов на Меркурии. И он задался вопросом, предполагает ли существование надвигов на Меркурии тектоническую активность. И мне было бы интересно, не могли бы вы рассказать немного больше о происхождении этих разломов? Окей, это тектоническая активность. Для меня это просто означает, что происходят разломы и движение горных масс, но это не глобальная тектоника плит. Так что я не уверен, что имеется в виду в этом вопросе. Потому что жесткая внешняя часть коры находится на верхней мантии. Это то, что мы называем литосферой, которая относительно свободно перемещается поверх более слабой части мантии, которая находится под ней. И у нас новая литосфера, формирующаяся на срединно-океанических хребтах. И у нас есть старый материал, который подвергается субдукции, например, под андами в зонах субдукции. И это процесс очень большого масштаба, и он идет постоянно. Меркурий же просто остывает. При этом отдельные блоки наезжают друг на друга и все. Это длится очень долго. За 3 миллиарда лет блоки сдвигаются всего на 2-3 километра. Тогда как Тихоокеанская плита опускается под Южную Америку, или дно Тихого океана опускается под Южную Америку со скоростью 10 сантиметров в год или около того.
Это огромная скорость по сравнению с движениями, которые мы видим на Меркурии. Итак, это совершенно другой вид тектонического движения на Меркурии, чем то, что мы видим на Земле. Это действительно интересно. Здесь и тектонические движения, и тектоника плит, и тектоническая механика. Кроме того, у нас нет убеждения, что тектоника плит существует где-нибудь еще в Солнечной системе. Может быть, Пит Гринрод в своей лекции расскажет нам, происходило ли что-нибудь похожее на Венере. На ваших первых слайдах можно выделить действительно яркие прямые линии на поверхности Меркурия. И слушатель спрашивает, являются ли эти линии следствием ударов, как на Луне? Каково их происхождение? Что это за ударные выбросы? Я думаю, мы говорим о лучах ударных кратеров. Я сейчас попробую показать снимок. Если получится. К сожалению, техническая накладка, извините. Да, мы видим прямые линии, проходящие через все полушарие. Они радиально расходятся из самых молодых кратеров. Мы видим такие же лучи на Луне. Если вы посмотрите на Луну в бинокль в полнолуние, вы увидите яркие лучи выбросов, например, вокруг Тихо. Так обращают на себя внимание молодые кратеры. Особенно они хорошо видны, когда Солнце находится прямо над таким кратером. И расходящиеся от него свежие радиальные фрагментарные выбросы формируют эти яркие структуры, похожие на лучи. И они действительно хорошо различимы на Меркурии. И их как раз и увидел слушатель. Сейчас я все-таки покажу снимок. Вот последний слайд. Вот кратер с этими яркими полосами, расходящимися от него. Вот еще кратер с расходящимися из него полосами. Это лучи выбросов. Окей, я думаю, что мы говорим об этих образованиях. И если вы их видите, вы можете утверждать, что кратер молодой. Если бы у меня получилось повращать глобус, я бы показал вам больше таких лучевых кратеров на Меркурии. Все молодые кратеры Меркурия характеризуются такой лучевой структурой выбросов. Такую же картину мы видим и для Луны. Хорошо подмечено. Послушайте. Это здорово, нам задали примерно вдвое больше вопросов, чем те, которые мы успели затронуть. Я не думаю, что мы все успеем осветить. Поэтому я выберу один последний вопрос, чтобы закончить. Вопрос от Рии, которая спросила нас. Как вы думаете, что самое захватывающее при изучении Меркурия? Я бы подчеркнул две вещи. Я вулканолог. Вот почему я люблю эти эксплозивные вулканические извержения. Я не ожидал их там увидеть. Они меня просто завораживают. Мы только что приняли к публикации пару статей с Давидом Пегером, моим аспирантом. Процесс обнаруживания структур взрывного вулканизма на этой планете приносит удовольствие открытия. Это потому, что я эгоистичный вулканолог, и мне нравится смотреть на вулканы. Более серьезный вопрос касается самого Меркурия. Он волнует гораздо больше исследователей. И он как бы связан с предыдущим. Речь идет о летучих элементах Меркурия. Как я упоминал, что от 2 до 4% серы содержится в породах поверхности повсеместно. У нас есть эксплозивный вулканизм. Для его работы требуются вещества, которые можно преобразовать в газ. Этот газ впоследствии яростно извергается из этих жерл, о которых я упоминал, разнося повсюду пирокластический материал и выбрасывает газы. При этом вырывающиеся газы улетают в космос. У нас также зафиксировано повышенное содержание хлора и других летучих элементов с помощью некоторых геохимических инструментов мессенджера. И это как-то не сходится с тем, что мы ожидали от такого маленького тела, поэтому отчасти его называют проблемным ребенком Солнечной системы. Это загадка для нас. Так не должно быть. И мы надеемся, что вскоре мы сможем понять, почему же так происходит. И эти нерешенные загадки меня полностью захватывают. Спасибо, Дэйв. От многих участников с YouTube и Zoom приходят потоки сообщений.
Большое спасибо всем, кто пришел. И как только что упомянул Дэйв, у нас продолжится эта серия лекций о космосе. Так что, пожалуйста, заглядывайте на наш сайт. Там есть страница, посвященная году космоса. Там перечислены все мероприятия. Регистрируйтесь, сообщите своим друзьям и коллегам. Лекции будут размещены на YouTube для будущих поколений. Так что вы сможете пересмотреть их в удобное для вас время. Еще раз большое спасибо, Дэйв. И мы надеемся вскоре увидеть всех вас снова. Берегите себя. Спасибо всем.